Всем привет, дорогие друзья, с вами Зевсон, и сегодня я рад представить вам результат своей двухдневной работы, не считая, конечно, монтажа. И, в общем-то, специально для вас я собрал пак из многочисленных нуд и uncensored модов на PlayStation Vita. И если вы сами способны разобраться в этом вопросе и знаете, как все это устанавливается, то я прошу вас перейти по ссылкам ниже в описании на Яндекс.Диск и Google Диск соответственно. Коли вы наткнулись на это видео, то, скорее всего, уже имеете представление, для чего служат эти моды. Ну а для тех, кто не знает, как протекает процесс установки, который, я думаю, сделал еще легче, указав полный путь для каждого файла, я предлагаю достать ваши PlayStation Vita, и мы начинаем. Ну и для начала, конечно же, подключаем вашу PlayStation Vita к ПК. После запускаем Vita Shell, которого скорее всего будет установлена, если вы пользователь прошитой PlayStation Vita. И нажимаем кнопку Select, дабы установить соединение с компьютером. После переходим к вашему ПК и скидываем в любое место вашей PlayStation Vita. У меня это специальная папка 1.1.1, VPK файл автоплагина, ссылка на который также в описании. На вашей PlayStation Vita нажимаем кнопку кружок, дабы отсоединиться от ПК. И в папке UX0 заходим туда, куда вы скинули VPK файл. И, собственно, устанавливаем сам автоплагин. Выходим на главный экран и заходим в этот автоплагин. Причем это приложение постоянно обновляется, и с недавним обновлением был введен русский язык. После установки заходим в плагины для Vita, установите плагины. После мотаем до плагина Repatch. И качаем любую из этих двух версий. После чего обязательно перезагрузите ваше устройство. Снова заходим в Vita Shell. Далее проверяем, что следующие действия будут проводиться обязательно в UX0, не в UML 0 и в других 0. Здесь мы будем создавать папку Repatch. Для создания нажмите кнопку треугольник и спуститесь до вкладки New. Там мы выбираем New Folder и пишем Repatch. А так выглядят репатчи, они в виде кодов игры. Также некоторые патчи могут закидываться разные папки, такие как app, read count и другие. О чем вам беспокоиться не стоит, ведь я указал полные пути до файла. К примеру, приведу два мода, это с архивом и без. Без архива, допустим, возьмем давайте вот эту игру. То, что внутри мы просто скидываем в корень файловой системы и ждем, пока все не перекинется. И возьмем один мод в архиве. В принципе, они практически ничем не отличаются, просто разархивируем и скидываем то, что внутри, также в корень файловой системы. Ну и я не знаю, может для пущего эффекта, в описании я также оставил ссылку на пак с русификаторами для PlayStation Vita, которые, может быть, к сожалению, я не смогу переправить или может что-то добавить, в отличие от того пака, что я вам сегодня продемонстрировал. Так что вы можете писать, если возникают какие-то ошибки, вопросы. Я постараюсь на них ответить и может что-то там переправить. Также я постараюсь добавлять новые моды, на которые вдруг может наткнусь. В общем-то, спасибо тебе огромное за просмотр. С тобой был, как всегда, на связи Зевсон, Итачи и Пакета.